Всем привет! Сегодня будем собирать простенок для встроенного шкафа с усилением для натяжного потолка по верху. Начнем с разметки. Выставляем лазерный осипостроитель перпендикулярно стене с дверью на расстоянии 75 мм от дверного откоса. Итак, что у нас получается? Если мы ставим две одинаковые отметки слева и справа, то у нас вот здесь практически 90 градусов. Та стена открытая, она уходит в ту сторону, но это нас не сильно интересует, потому что у нас и по паркету получается параллельно стыком досок идет линия. Значит, вот эту мы можем взять за базу и отбить линии, отрисовать по полу, по стене и по потолку. Чтобы не заморачиваться синькой, мы просто отрисовали карандашом отметки. По паркету сплошную и по стене одинарные. Мы их обводим в кружочки, чтобы не путаться с какими-то случайными черточками. Собирать каркас мы будем из потолочного профиля, из CD-шек, потому что они прочнее, чем 50-й профиль перегородочный и в 2 раза дешевле, чем 75-й. В общем, у нас по стене идет вот здесь 251 сантиметр высота и внешний на краю 252. Перемычки нарезаем на 53,5 сантиметра. Они у нас будут стоять горизонтально. То есть вот она наша перегородка. И у нас будут вот такие вот перемычки. То есть при такой ширине 55 сантиметров нет смысла ставить вертикальные стойки. Тем более она будет неравномерна, она будет сдвинута куда-то. Потому что у нас вот в этой зоне двухклавишный выключатель. Поэтому выгоднее ставить поперечки. Это наш периметр. Мы его присверлили на дюбеля. Паркет не шевелится, он намертво приклеен к стяжке. Поэтому можно сквозь него сверлить. И к стене парными дюбелями. Профиля короткие у нас имеют такие небольшие уголки, которые загнуты вниз. Поэтому стойка будет фиксироваться на 3 самореза, а не на 2. Слева, справа и по центру. Вот стойка. У нее тоже разогнуты торцы, для того, чтобы надеть их на периметральный профиль. Сверху и снизу. Устанавливаем и закручиваем. Вертикальная стойка на месте. И сейчас покажу, что дает вот этот лепесток отогнутый. Вот здесь он закручен. То есть саморезы идут с одной стороны, с другой и по центру. Тут все стоит жестко. Если подергать, ничего не шевелится. Сверху я специально этот саморез не вкручивал. Центральный, чтобы посмотреть на примере, что он дает. Вот. С одной стороны саморез есть, с другой и по центру. Должен быть, пока нету. Сейчас стойку можно покачать. Вот, то есть она двигается. Чтобы этого движения не было, чтобы каркас был более жесткий, вот сюда вкручивается саморез. Вот теперь профиль подергать нельзя. Вот его можно
дергать, и он стоит на месте прочно. Кроме того, с этим саморезом можно контролировать выход на разметку. То есть можно даже скорректировать профиль вправо, влево, его положение по разметке и в таком положении вкрутить саморез. Так, с этим закончили. У нас вокруг этого простенка пойдет натяжной потолок. Поэтому мы сделаем 2 закладные вертикальные снаружи, 2 снутри. Для этого тоже разогнем бортики вот эти. Сверху разогнули все и сделали вход для кабелей. Теперь делаем снизу вверх или сверху вниз разметку для горизонтальных перемычек, так, чтобы они не попали на выключатель. И также под перемычки разгибаем бортики. С 2 сторон. Затем устанавливаем перемычки и крепим их только с одной стороны. В первую очередь мы будем зашивать внешнюю сторону простенка, для того, чтобы можно было установить подрозетники сразу. И вот с этой стороны мы вкручиваем саморезы. Сначала от стены, затем внешний край, так, чтобы стойка была вертикальной. Контролировать это можно или по лазеру, по оси построителю, или, если стена ровная, то просто по рулетке от стены. Сами перемычки стоят немножко под наклоном, потому что профиль для периметра это такой же профиль, как у самой перемычки. И сама в себя она ровно не встает. Она распирает металл. Поэтому сгибаем бортики немножко и устанавливаем их. Смещение составляет примерно 1 сантиметр. Высота помещения у нас больше, чем длина листа на несколько сантиметров, поэтому стыковок по гипсокартону не избежать. Первая перемычка от пола у нас стоит на расстоянии 20 сантиметров и дальше равномерно через 40. Такой шаг горизонтальных перемычек позволяет нам, во-первых, обойти зону выключателей, чтобы они не попали на железо, а во-вторых, внешний слой обшивки мы сможем стыковать на профилях. Первый лист обшивки идет сверху вниз. До пола он не достает, поэтому снизу добавляем кусок, так чтобы он был от паркета приподнят на 3 мм примерно. И потом зашиваем торец простенка. Напомню, что с другой стороны на профилях у нас пока саморезов нет. Сразу по первому слою можно накручивать и второй. Но тут есть одна небольшая тонкость. Дело в том, что перемычки у нас стоят на ребро, и закрутить в них 2 стыка довольно проблематично. Поэтому мы один крутим нормально, а для второго изнутри подставим профиль, УДшку. Я тоже покажу, когда доберемся до другой стороны. С одной стороны мы все закончили. И больше сюда не возвращаемся. Переходим на внутреннюю сторону. Здесь нам нужно закрепить горизонтальные перемычки 2 саморезами. Первый снаружи, подугольник, вот так. Должно быть 90 градусов.
В таком положении мы скрепляем профиля по всей высоте. Во вторую очередь крепим саморезы возле стены, вот здесь. Дело в том, что мы можем сыграть вот этой стенкой, если она ушла от вертикали локально. То есть это может быть из-за, например, изогнутого профиля. Какая-нибудь, например, серединка может уйти в сторону, туда или сюда. Так вот, подвинув ее в нужную сторону, мы фиксируем ее положение вот здесь, возле стены. С помощью 2-3 перемычек можно вытащить ее примерно до 5 мм, подкорректировать. И когда мы ее возле стены закрутим, она в таком положении зафиксируется и больше двигаться не будет. В общем, проверяем вертикальность и крепим перемычки от стены. С основными перемычками закончили. Простенок уже приобрел хорошую такую жесткость, даже без обшивки с внутренней стороны. То есть его можно подергать, и он уже такой крепенько стоит. В общем, эти перемычки, которые крепятся на 4 самореза, это по сути прямоугольная косынка. И она прекрасно держит профиль внешний от стены. Так, дальше. Здесь нам нужно закрепить еще один край гипсокартона. Вот этот. Нижний у нас идет в перемычку, а верхний пока в воздухе. Поэтому под него мы можем подставить обычную удешку. Вот. Один бортик разгибаем на небольшой угол и вставляем ее вот так. Она хорошо прилегает и к донышку CD-шки, и к гипсокартону. В таком положении ее и закручиваем на несколько саморезов по металлу. Когда удешка прикручена, можно зафиксировать край листа с другой стороны. Со стыками мы закончили. Такой же профиль стоит наверху. Но там к нему еще полагаются 2 вертикальные CD-шки. Перемычки. Для того, чтобы в них можно было закрутить натяжной потолок. Вот так выглядит усиление изнутри. Для внешней стороны простенка. Можно прихватить саморезами изнутри профиля. И в принципе этого достаточно. Теперь сделаем для внутренней стороны усиления. Тут не нужны целые удешки, достаточно закладной. Вот так. Вкручиваем закладную и ставим CD-шку. Здесь у нас все. Теперь нужно поставить удешки для тех стыков, которые будут с внутренней стороны простенка. И они должны быть в разбежку с внешними стыками. Поэтому мы поставим со смещением на один профиль. Здесь у нас будет снаружи, а вот здесь изнутри. Вот так вкручиваемся и подгибаем бортик в плоскость. Такой же профиль ставим через 1,20 м вниз. Сверху есть, снизу есть. Теперь нам нужны электрики.
чтобы протащить вот этот шлейф проводов и вырезать подрозетники. Это делается ступенчатым сверлом, и заодно надо потом изолировать острые края профиля от проводов. Можно сделать кусочками гофры или изоляцией пустой. Так, сверлиться у нас будет сверху донизу, вот этот профиль будет сверлиться, а вниз уже ничего не пойдет, потому что подрозетник где-то вот здесь. Значит, снизу мы можем один кусок картона прикрутить. Так выглядит электрика, которую протянули через профиля. То есть высверливаются отверстия ступенчатым сверлом, вставляется кусок гофры, чтобы острый край профиля не резал изоляцию на проводе, и протаскиваются провода куда надо. Сразу можно врезать и подрозетники для выключателей. Тут используются специальные подрозетники для гипсокартона, потому что у них изнутри есть такие вот лапки, которые цепляются за гипс. Ну, в принципе, все, можно зашивать эту сторону, и у нас будет готовый простенок. Закрыли все гипсокартоном, и мы свою работу по сборке конструкции выполнили. Дальше этим простенком будут заниматься другие мастера. Они поставят уголки, зашпаклюют саморезы и закроют стыки. В общем, подготовят все под финиш. Сам процесс, как конкретно устанавливаются уголки, происходит шпаклевка, закрытие швов, я не снимаю, потому что обычно меня к этому времени уже нет на этом объекте. Я где-то в другом месте собираю гипсокартон, но покажу просто поэтапно. Это уголки и шпаклевка на торце простенка. И тут есть небольшой секретик. Дело в том, что эти уголки утоплены в плоскость гипсокартона и не плюсуют поверхность. Это дает сразу два плюса. Во-первых, не изменяется геометрия конструкции, и во-вторых, уходит меньше шпаклевки. Меньше шпаклевки – это именно то, что вы сейчас видите. Гипсокартон практически готов под финиш, но слоев смеси на нем нет. Поверхность выравнивается шпателем, но не на слой, а на сдир. Дальше будет подготовка под краску или под обои. Ну а мы свое видео про сборку именно гипсокартонной конструкции заканчиваем. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!